Я приветствую вас на своем канале. Сегодня я покажу, как сшить бортик котика. Для этого нам понадобится выкройка. Как сделать такую выкройку, вы можете найти на моем канале или по ссылке в описании. Также понадобится нам ткань, фетр для носика, или же можете носик вышить нитками, наполнитель, булавки, ножницы, карандаш, также портновский мелок, или же можно карандашом также воспользоваться, нитки для вышивания глазок и ротика. Я буду использовать черные нитки мулине. Итак, приступим. Для начала нам нужно вырезать наши детали. Так как у нас половинная выкройка, ткань мы будем складывать вдвое. Не забываем оставить по сантиметру припусков с каждой стороны, кроме внутренней, которая будет по сгибу. Можно приколоть выкройку, чтобы она не смещалась. Можно так вокруг обрисовывать. Вот мы нарисовали нашу выкройку на ткани. Теперь нашу ткань скалываем булавками, чтобы она не смещалась, чтобы мы ровно вырезали нашего котика. Теперь вырезаем нашего котика. Вот такая деталь у нас получилась. Таких деталей должно быть 2. Врезаем еще одну такую деталь. Вот мы вырезали 2 детальки одинаковых. Теперь нам нужно вырезать нижнюю часть нашего котика по нижней выкройке, нашему квадратику. Берем ткань. Так же, как и в первом случае, складываем пополам. Эту ткань мы складываем без припусков. Точнее, эту выкройку мы обводим без припусков.
Обводим наш квадратик. Скалываем булавками, также, чтобы у нас не сместилась наша ткань. И вырезаем. Также вырезаем, делаем 2 таких же детали, одинаковых. Вот мы вырезали 2 одинаковых детали. Теперь вырезаем наши ушки. Я буду их шить из такой же ткани, что и низ. Вы можете выбрать любую ткань, какая вам понравится, какая вам подходит. Обводим без припуска нашу детальку. Таких деталей также вырезаем 2. Смотрим, чтобы наши детальки были одинаковые. Если что, выравниваем их. Вот мы вырезали наши ушки. Теперь вырезаем носик. Вы тоже можете выбрать его, вырезать из фетра, либо из черной ткани любой. Можете вышить нитками. Чтобы мне было удобнее, я приколола, чтобы ровнее было. Вот наш носик. Теперь нам нужно сшить детали нашего котика, верхние и нижние. Вот так вот. Складываем их лицом к лицу. Совмещаем, чтобы было ровно. Скалываем булавками. Теперь будем прошивать на швейной машинке. Где-то на расстоянии 1 сантиметр. Можно немного меньше. Прошиваем на швейной машинке. Я буду прошивать на расстоянии примерно 1 сантиметр. Не забываем делать закрепки в начале и конце строчки. Убираем наши булавки. Теперь на той части, которая у нас будет лицевой, пришиваем ушки. Ровненько их
Прикладываем и прикалываем булавками. Прошиваем на швейной машинке строчкой зигзаг. Ставим минимальную, я ставлю где-то на 1 миллиметр, на единицу длину стежка. Вот так вот у нас получилось. Точно так же пришиваем второе наше ушко. Когда пришили мы наши ушки, берем нашу выкройку, прикладываем ее к центру. И отмеряем глазки, усики, носик и ротик. Как я это делаю? Я беру обычный простой карандаш и делаю вот такие вот точки. Там, где у нас идут реснички, точно так же отмечаю носик. Делаю также для нашего ротика. Делаем с усилием, но так, чтобы и не повредить ткань. Для усиков достаточно 2 точки в начале и в конце. Далее я беру и аккуратно переворачиваю выкройку на другую сторону. И по этим же точкам делаю, по этим дырочкам делаю также точки на выкройке, на ткани. Теперь берем и аккуратненько карандашиком, или же если у вас есть исчезающий маркер, соединяем эти наши точечки, тем самым рисую мордочку нашего котика. Вот мы нарисовали, у нас так вот видно карандашиком наша мордочка. Теперь нужно вышить черными нитками нашу мордочку. Если вы вырезали носик из фетра, то сначала пришиваем его на швейной машинке аккуратненько. А дальше с использованием пяльцев
Или если у вас нет, просто так вышивать. Гладью нитками мулине черными. Глазки, усики и ротик. Теперь будем вышивать наши глазки. Как я уже сказала, я буду вышивать нитками мулине в 2 нити. Начинаем с краешку, с реснички. Так вот у нас получается с обратной стороны. Продолжаем вышивать так наши глазки, усики и ротик. Вышили мордочку нашего котика. Нам нужно загладить утюгом внутренние швы, когда мы сшивали 2 части, в одну из сторон. Теперь нам нужно совместить 2 наши детали лицом к лицу. Еще забыла сказать, что если вы будете шить бортик с ленточками, то вам понадобится еще атласная лента. Я буду использовать ленту 2,5 сантиметра в ширину. Можно сделать 2 ленточки сбоку, можно сделать 4. Я буду делать 4 ленточки. Поэтому нам понадобится 4 куска ленты размером 60 сантиметров. Их нужно по краям будет опалить либо зажигалкой, либо свечкой. Теперь мы совмещаем наши детали лицом к лицу. Если будем пришивать ленточки, складываем их сначала пополам. И чтобы они не сместились, пока мы будем прикалывать их, я их дополнительно скалываю булавками. Теперь прикалываем наши ленточки с внутренней стороны на одинаковом расстоянии. Я буду прикалывать от низа на расстоянии 5 сантиметров. Аккуратно отмечу, пометку сделаю с краешку. То же самое с другой стороны. Следующую пометку я буду делать на расстоянии 25 сантиметров от первой отметки. То же самое здесь. Вы можете выбрать любое расстояние. Я уже говорила, можете вшить по одной ленточке. Можно купить широкую ленточку и вшить по одной. Так, прикалываем наши ленточки. Аккуратно, чтобы они не сместились. Теперь скалываем нашу оставшуюся выкройку по всему периметру. Когда мы скололи по всему периметру булавками нашего котика, прошиваем на швейной машинке где-то на ширину лапки. Внизу нужно будет оставить отверстие для того, чтобы вывернуть нашего котика. Поэтому я начинаю где-то за серединой. Не забываем делать закрепки в начале и в конце строчки.
местах, где ленточки, я прохожусь несколько раз, чтобы закрепить ленточку покрепче. Теперь, когда мы прошили нашего котика, нам нужно срезать уголки. Также сделать насечки в этих местах. Также аккуратно обрезать кончики ушек. И сделать по краям тут немного отсечки. Только смотрите аккуратно, чтобы не повредить строчку. Это нужно для того, чтобы наши ушки ровненько и красиво лежали. Теперь выворачиваем нашего котика. Снимаем булавки с ленточек, не забываем про них. Далее берем либо карандаш, либо палочку, либо кисточку. Для того, чтобы аккуратно выровнять наши уголки. Изнутри выравниваем их кисточкой. То же самое со вторым ушком. И также уголки, которые у нас снизу были. Теперь берем утюг и аккуратно разглаживаем нашего котика. Вот мы прогладили нашего котика. И прежде чем его набивать, я хотела бы сделать ему бантик. Для этого нам понадобится 2 кусочка любой ткани. Один большой, размером 13 на 13. Маленький кусочек будет 4 на 5 сантиметров. Что нам нужно сделать? Складываем наши квадратики, прямоугольничек лицевой стороной внутрь. Короткий кусочек по краю прострачиваем и выворачиваем. Квадратик, который мы сложили, растрачиваем и оставляем небольшой кусочек, чтобы вывернуть. Можно посерединке здесь оставить, чтобы его меньше заметно было. Буду прострачивать где-то на 0,5.
Небольшой прострачиваем, где-то можно на 0,5-0,7 миллиметра. Теперь аккуратненько выворачиваем. Аккуратненько выравниваем, чтобы было ровненько этот шов. Закалываем его булавкой. И будем зашивать потайным стежком. Когда мы зашили наш бантик потайным стежком, дальше берем этот маленький отрезочек, наш кусочек. Нам нужно его вывернуть. Можно вывернуть его с помощью булавки. Зацепляем за конец, продеваем булавочку, аккуратненько расправляя. Аккуратненько расправляем. Обрезаем лишние ниточки, если они распустились. Теперь берем наш бантик. Аккуратненько можно так вот гармошечкой его сложить. Можно помельче гармошечкой. Вот так вот. Далее берем нитку, отрезаем длинноватый кусочек, складываем пополам и наматываем посередине. Когда мы замотали наш бантик, завязываем узелок, чтобы наша нитка не распустилась. Обрезаем лишнюю ниточку. Вот так вот у нас получилось. Теперь нам нужно померить, где нам нужно зашить наши петельки. Убираем наш бантик. Швом наружу, этим, который мы зашивали. И берем и зашиваем нашу петельку по краям. Теперь выворачиваем так, чтобы этот шов, который мы зашивали, был внутри. Аккуратно выравниваем, чтобы было
Красиво. Теперь продеваем наш бантик в петельку. Можно воспользоваться булавкой. Скалываем наш краешек. Можно было петельку зашить на самом бантике уже, чтобы было проще. Вот такой бантик у нас получился. Красивый. Теперь нужно пришить бантик. Вы, конечно, можете сначала набить, потом пришивать. Но мне так проще пришить. И крепче получается. Я буду пришивать здесь. Если вы, например, будете шить для девочки, можно пришить вот сюда бантик. Тоже очень красиво. Я сейчас буду пришивать вот так вот посерединке. Пришиваем достаточно крепко, так как когда малыш подрастет, может и оторвать этот бантик. Можно было, конечно, пришить еще бантик до того, как мы сшивали две части. Вот мы пришили наш бантик. Теперь начинаем наполнять нашего котика наполнителем. Я буду наполнять пухом лебяжьим, синтетическим. Будем начинать с ушек. Хорошенько набиваем наши ушки плотненько. Вот мы набили нашего котика. Осталось зашить. Для того, чтобы зашить потайным стежком, сначала закалываем булавками аккуратно. Вот мы сшили наше отверстие. Теперь берем и хорошенько разравниваем. Вот такой милый котик у нас получился. Вот такие ленточки по бокам. Также можно сшить вот такого котика, у которого по бокам две ленточки. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До встречи!